Всем привет! Вы на канале Валерия Золушка. В этом видео я хочу рассказать вам о 10 своих самых любимых покупках из магазина IKEA для организации порядка и уюта в доме. Думаю, многие любят магазин IKEA, так что вам интересно будет посмотреть и послушать. Всем желаю приятного просмотра. И на первом месте в моем списке любимых покупок, конечно же, коробки Scoop для организации вещей. Почему, конечно? Потому что те, кто смотрит мои видео, знают, что я очень люблю использовать их для организации вещей. В таких коробках я организую вещи в нашем комоде. Кстати, эти коробки идеальны для комода Malm, тоже из IKEA. Здесь я вам показываю пример, как можно организовать в них детские вещи. Когда у нас родился третий ребенок, то очень удобно было в такие коробки все сложить. И пеленки, и одежду, и подгузники. Кстати, набор этих коробок на официальном сайте IKEA так и называется бестселлер, потому что они реально очень удобные. На втором месте в моем списке стоит графин с пробкой. Я храню в них чай, кофе, также можно в них хранить какие-то сыпучие продукты. Многие используют такие графины для хранения стирального порошка, кондиционера. В общем, эти графины можно приспособить подо что угодно, тут на ваше усмотрение. И в IKEA такие графины представлены в двух вариантах: объемом поменьше 0,5 литра, вот те, которые у меня, и объемом побольше 1 литр. Для меня такой размер наиболее удобен. Я храню их на полке, и у меня всегда перед глазами, какой у нас чай, кофе есть дома. На третьем месте в моем списке вот такие коробки Фюссе для стеллажа. У нас стеллаж Фридлев, также в IKEA можно купить стеллаж Kallax, и для того и для другого стеллажа они идеально подходят. На самом деле у нас в квартире таких стеллажей аж целых 3, и в таких коробках организованы и детские игрушки, и настольные игры, и постельное белье, и какие-то вещи. В общем, перечислять можно очень долго. Кроме того, они красиво, минималистично смотрятся, и чтобы убрать визуальный шум в вашей комнате, в детской, где много игрушек, то такие коробки идеально подойдут. И в этом видео я не могла не рассказать о такой маленькой, но очень удобной вещи. Это подставка для телефона. У нас их 2 штуки, мы их используем в разных комнатах, и очень удобно ставить на нее телефон, когда вы занимаетесь какими-то домашними делами, и на фон включаете себе какое-то видео. Если вы так же, как и я, носите телефон везде, по всему дому, и любите что-то ставить себе на фон, то обязательно ее приобретите. На 5-м месте в моем списке вот такие белые контейнеры Варьера. Их можно использовать в любой комнате в вашем доме. Я такие контейнеры использую для хранения круп в пачек на кухне. Они у меня стоят на самой верхней полке. Те крупы, которыми я в данный момент пользуюсь, у меня хранятся в другом шкафчике, а вот какие-то запасы у меня хранятся именно в таких контейнерах. Они в IKEA представлены в 2 размерах, у меня те, что размером поменьше. На 6-м месте в моем списке вот такое постельное белье. Я его решила тоже включить в мой список, потому что я его просто обожаю. И для тех, кто любит постельное белье в таких не кричащих, не ярких, а более спокойных нюдовых оттенках, то это будет идеальный вариант. Кроме того, оно очень приятное к телу, оно не жесткое, не колючее, но в то же время не очень скользкое. Это натуральный хлопок. И я это постельное белье использую с простыней на резинке, также из IKEA. На 7-м месте в моем топ-10 находятся коробки Смека. Они картонные, у меня их 2 штуки, и я поставила их на верх стеллажа Фридлев. В одной коробке у меня хранятся запасы моей уходовой косметики, и во второй коробке у меня хранятся какие-то вещи для видеосъемок, камера, кольцо. В принципе, в них можно организовать все, что угодно. Они смотрятся минималистично, красиво, и мне нравится их такая спокойная расцветка. Мне кажется, что они подойдут для любого интерьера. Кроме того, они также уберут визуальный шум у вас в комнате, чтобы какие-то мелкие вещи не стояли на виду, а были организованы в таких коробках. У этих коробок очень приятная цена, сейчас они стоят 69 рублей, но вот у меня этим коробкам уже 2 с лишним года, и за это время с ними ничего не случилось, но я к тому, что если вдруг что-то с ними случится, то в любой момент их можно заменить.
На 8-м месте в моем списке стеклянные банки для хранения сыпучих продуктов. А на самом деле это я их организовала для хранения сыпучих. Дело в том, что у меня на кухне не сильно высокие полки, и у меня по размеру не проходят туда пластиковые контейнеры из IKEA. Хотя визуально они мне нравятся больше, но мне кажется, вот такой вариант с банками тоже отличный. Я храню такие банки в выдвижном ящике, и мне кажется, очень удобно ими пользоваться. Кроме того, когда ты смотришь сверху, то все наглядно видно, в какой банке у тебя что находится. Кроме того, в таких банках можно организовать какие-то соленья, варенья. На сайте IKEA предложены разные варианты, так что тут уже как фантазия подскажет. По объему в IKEA представлено несколько вариантов. У меня в основном банки 1,8 литра и 2 баночки по 1 литру. На 9-м месте в моем списке вот такая деревянная разделочная доска. Несмотря на то, что она разделочная, мне кажется, она больше подходит как подставка под что-то горячее, либо для каких-то декоративных целей, что-то красиво на нее можно выложить. Она создаст красивую сервировку на столе. Ее можно использовать для подачи сыров или мясной нарезки. И если вы любите хранить доски на открытой поверхности, не в шкафах, то можно красиво поставить ее на столешнице, и мне кажется, она привнесет изюминку в интерьер. Сделана доска из массива бука, она небольшая, но мне кажется, в этом ее и прелесть, что она такая миниатюрная, и доска очень приятно пахнет. И на последнее 10-е место в своем списке я решила поставить вот такую салфетницу. Она сделана из водного гиацинта. Несмотря на то, что это салфетница, мне кажется, что в интерьере ее можно применить под разные цели. Например, я в нее ставила какую-то посуду. В общем, у меня было много разных вариантов, но в итоге сейчас в ней хранится подставка для чашек. И мне кажется, что она визуально так собирает вещи, которые у вас стоят, например, на столешнице на кухне, и все смотрится таким образом более организованно. Мне очень нравится ее цвет, такой не броский, не яркий. Мне кажется, что она в таком стиле сканди. Размером она 23 на 23 сантиметра, и, конечно же, ее можно использовать также по прямому назначению. Можно в ней хранить салфетки. Идеально для нее подойдут салфетки из IKEA большого размера, так что здесь вариантов организации много. Ну что, на этом мой список подошел к концу. Надеюсь, что вам интересно было посмотреть и послушать. Пишите в комментариях, какие у вас самые любимые покупки из IKEA. Если видео вам понравилось, ставьте пальчик вверх. А мы скоро увидимся с вами в новых видео. Всем пока-пока!